Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Ну, с чего у нас случилось на неделе из умного и не очень? Тегеранская троица решила построить свой блэкджек с недорогими красотками и показать язык остальному цивилизованному миру. Ну, молодцы, что сказать. Похоже, что каждый из участников получит свои индивидуальные подарки. Будет больно, но хватит на всех, как в том анекдоте. Разумеется, за этой басотой приглядывает ласковый дядюшка Си, продолжая строить свой новый шелковый путь, один пояс и прочие глобальные проекты, и собирая вокруг себя Лигу второго сорта, которая должна помочь Поднебесной противостоять гегемонии стран Запада на мировом финансовом, экономическом, технологическом и политическом рынках. Что тут сказать? Удачи! С той поразительной гибкостью и свободой трактовок в части санкций против РФ, в которых упражняется как сам Китай, так и Индия и прочее, не думаю, что у них получится договориться о чем-то более-менее глобальном с настолько гибким понятийным аппаратом. Все ж у Запада с этим пока что почетче будет, хотя леваки вовсю и стараются. А кто обратил внимание на забавный факт в договоре по зерну? Почему-то в тексте фигурирует русская транскрипция названий наших портов, то есть можно предположить, что за основу был взят московский вариант документа, что как бы намекает. Неужто нельзя было пригласить кого-нибудь из МИДа или хотя бы дать им его на анализ? Офис наивеличнейшего настолько не доверяет Министерству иностранных дел, что считает, что Минрегион более профессионален и компетентен в заключении международных договоров. Ну такое. А еще пишут, что Москва в этой писульке пообещала не трогать портовую инфраструктуру, касающуюся отгрузки зерна и суда, принимающие в этом всем участие. А в остальном — прекрасная маркиза. Как зерно попадет в порт, как не попадет, кто его знает. Израильский журналист написал, что Моссад вместе с ЦРУ ловили в украинской власти шпионов и кротов российских. У нас, не власть, а какой-то проходной задний двор. Лапти продолжают ссориться со всеми, с кем только могут. На очереди Израиль. Ох, будет весело им, чувствую, в Лиге второсортных, потому что еврейские мальчики всегда учатся играть на скрипочке и думать. А их мальчики, мы видим по нашим полям и посадкам. А теперь давайте по конспирологии вдарим. Интересно, на кого у нас метит Буданов? Ни дня без новости от этого ньюсмейкера, а когда я по 2-3 за день, просто поглядите по ленте Лиги. Чё-то я не слышал, чтобы глава Ми-6 или Моссада не сходил с газетных заголовков, раздавая комментарии направо и налево. У него работать время остается, или он, как и протежирующий его Арестович, только вербально успевают работать? Теперь за место Демченко, это которые Харьковские угоды, Черноморский флот, газ, то сё, которого подозревают как возможного крота, комитет по вопросам разведки при наивеличнейшем возглавит снова Буданов. Боюсь, они скоро будут драться с Арестовичем за эфир. И пусть останется только один. Будет забавно. Недолго. И еще из интересного. Есть у нас такой институт будущего, где почетным заседателем числится Антоша Геращенко. Справедливости надо заметить, что вмазались туда и Климкин, и Березовец. А руководит этим мыслительным центром такой себе Юрий Романенко. И вроде как это богоугодное заведение за британские гранты существует, но достаточно сильно топит против турецких интересов здесь. А они, турецкие интересы здесь, ничуть не уступают российским, да и по финансовым вложениям, подозреваю, тоже. И вроде бы, какое нам дело до разных соросят, бегусней, шабунят, прочих грантоедских компашек, которые сидят на потоке и никого не подпускают? Мало ли их у нас? Одной больше, одной меньше. Да вот не совсем. Там действительно собрались люди с целью определять будущее. Конечно, нас спрашивать они не сильно собираются. Они же сами умные, у них там свои теории. И этот институт уже начал запускать свои щупальца и во власти, и в умы. С завидной регулярностью наблюдаю их в качестве спикеров на украинских YouTube-каналах, которые ориентированы на какую-никакую аналитику. Уже и советник монастырского Андрусев, что слишком привлекался в новостях, тоже из ихних, из спецзасновників. И Люся Арестович с его теориями обустройства нового Русь империума тоже частый и желанный гость. Кажется мне, что это неспроста. И не факт, что там правильные пчелы, которые дают правильный мед. Потому что от группы 1 грудня я как-то не слыхал ходаков во власть, как и от Збруча. Кто имеет на примете еще подобные мыслительные центры, плиз, поделитесь. К слову, на прошлой неделе поминали репутацию и как нам выкашливаются кольчуги времен Кучмы. Так точно так же репутация играет и против иранцев. Собирались они поставлять дроны Москве? Уже поставили. Или нет, все равно и Израиль разнес завод. Не обязательно, что именно по производству той модели дронов, которая нужна Кремлю. И мы готовы в это поверить быстрее, чем в миролюбивость Этл. Немцам снова поводили турбиной по губам. Москва снизила еще вдвое прокачку по Нордстриму. Дескать, еще одна турбина устала. А отремонтировано все никак у них
От бедоси. Не получается забрать у Сименса и подключить к трубе. Россиянцы продолжают утверждать, что все эти старые трубопроводы дряхлые и никуда не годятся. И вообще надо срочно запускать СП-2. Вот СП-2 — это да, моща. Там сразу весь газ будет в хранилище со стразиками поступать. И ничего, что таким образом они себе консервируют газодобычу. Сероводород же тоже надо куда-то девать. Вот он і пойдет, если что. Нарешті Генпрокуроріада добігає кінця. Назначен, разумеется, из слуг, лично проверенный Ермаком, читай, лично преданный кардиналу. Разумеется, мелкий жлоб, чтоб напомнить, это один из тех двух перцев, который взял в штатные помощницы жену другого депутата от слуг, а свою пристроил помощницей ему. Плюс анонимные ТГ-каналы, не-не-не, вы никогда не читайте их, подкинули мякотки по данному персонажу. Некоторое время тому сам Костин хотел быть главой САПа, но не смог пояснить комиссии, что он забыл в оккупированном Крыму 2 раза. Ну и был очень за проведение выборов в 2020 году на оккупированных территориях. А еще он вроде как категорический противник привлечения западных экспертов для проведения украинских реформ. Что-то мне не очень нравится компания Гетманцева, Милованова, а теперь еще и Костина. Уж как-то очень выходит у них в унисон дудеть про «дайте денег и не мешайте нам их осваивать по нужным карманам». Но прокуратура у нас будет работать как надо. Тут и к бабке не ходи за бабками. Но многострадального главу САП все же назначили согласно процедуре требований закона. И то дело. Партнеры будут удовлетворены. Только не очень понимаю, чем именно. Вроде у нас новых юридических бурс не прибавилось. Преподают в старых заведениях все те же люди, а значит и поступить, и учиться, и правильно распределиться там стоит, как всегда. Так что как девочек в колоде не тасуйте. Вон, Луценко, тот гадюшник, вроде как частично заставил же работать. Так может не там реформировать надо, а? Не плодить новые сущности, а заставлять работать уже существующие. Мы же вроде и до, и с 2014 года армию не сделали новую, ничего. Реформируем тут, что есть, и даже что-то получается. Очень нехило получается. Печальная лошадь Лавров отправился с колониальным чесом по странам Африки, как какой-нибудь Киркоров по Украине. Надеюсь, что в последний раз. Жаль, конечно, что Кулеба удобно смотрит из окна на Днепр и Подол. Теперь в кучерявых головах тамошних вождей и предводителей племен будут уютно жить кремлевские нарративы. Разве что союзники подсуетятся за нас. Почему-то им наша героическая небритость и гундоськи не заходят. И немного о Залесском делирии. Они решили о выходе из проекта МКС после 2024 года. Глава Роскосмоса Юрий Борисов, кстати, вы его рожу видели? Ну, блин, они там фейс-контроль на карикатурность проводят, что ли, при наборе во власть? Вот старик Ламброза бы повеселился. Но потом резко одумались и сказали, что передумали. Но все равно будут строить свою звезду, чтобы мы все в ад, а они, далее по тексту. А тем временем строительство торговых центров в России упало до минимума с 2004 года. Следующим этапом, считаю, должно идти сравнение с временами, когда торговые центры на России не строили вообще. Год так 1709. Надо ж как-то сохранять позитив в статистике. А еще на этой неделе НАК «Нафтогаз» объявил таки дефолт по еврооблигациям. Вот так вот. И тут шпинять сильно Юрия Юрьевича не вижу смысла особо. Об этом говорилось еще год тому или более, что если государство, читай, одна хитро сделанная офисина одного наивеличнейшего, лазит в финансы компании как в свой карман, то ни про газ в хранилищах, ни про рост добычи, ни про выплаты по обязательствам можно и не вспоминать. Вот и не вспоминаем. А Юрий Юрьевич хотел пропетлять на 15 ярдах газа зиму, а Кабмин ему безоговорочно посоветовал петлять о 19, но денег все равно не дал, а вдогонку еще и запретил погашать обязательства, мол, реструктуризируй сама как хочешь. В довесок антимонопольный комитет Украины разрешил передать в НАК контрольные пакеты 6 убыточных теплоцентралей, обосновывая тем, что эти ТЭЦ работают на газу. Так что чую, что выдадут на потеху толпе тушку Юрия Юрьевича и заменят на более правильного пацана, в котором будет лично Ермак, уверен. Вот только интересно, а если Ермак засомневается в наивеличнейшем? Что будет, а? Владимир Александрович, вместе пришли, вместе и уйдете? Ну, ждем-с. Ждем-с. И еще из хорошего. Есть у нас хорошая такая кормушка под названием «Арма», почти такая же сладкая, как и фонд гарантування вкладів. Та, которая управляет активами злочинной влады, которые были конфискованы после 2014 года. Так вот, там САП поймала очередного руководителя этим праздником жизни на растрате 426 миллионов гривен.
А суд отпустил его под залог 3,1 миллиона гривен. Это примерно однушка-студия с ремонтом в киевском новострое для человека, под управлением которого находилось активов на несколько миллиардов, и не факт, что гривен. Да, наш суд самый гуманный в мире. Оттого и не бедный. Опять тучи сгущаются над домом, что рядом с Химерами. Неугомонная тетка Спарц накатала уже второе письмо. Байдену. Конкретно уже про Ермака. Хотя Байден, чтоб не нагнетать себе перед осенними выборами, и по первому письму дал команду разобраться и доложить. А вот теперь реально вкусное и полезное. ПЦУ подкинула патриарху Варфоломею и представителям других поместных православных церквей идею, а не привлечь ли Гундяя к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола. Список обвинений там достаточный и хорошо обоснованный. А так как гундяевские уже пошли окучивать и Африку кучерявую, то вполне могут нарваться такие на ответку, так как влезли в вотчину Александрийского патриархата. Из международного еще. В прошлую субботу Орбан выдал весьма нарядный спич, от которого старик Алоизыч с его расовыми теориями немного поблек и стушевался. Орбан виступив проти вимішування європейської і неєвропейської рас. Ми не вимішана раса, і ми не хочемо ставати мішаною расою. Країни, де європейці і неєвропейці вимішані, більше не є націями. В общем, интересно будет посмотреть, кто из европейцев рискнет пожать ему руку. Но ЕС уже решил поощрить такие высокохудожественные пируэты Орбана урезанием финпомощи на 6 ярдов. В запасе еще 21. Так что, Витек, живи по полной. Казахи довесили своему оборонному бюджету еще ярд баксов. У них там граница не меньше нашей с теми же братьями. Молодцы, конечно, что готовятся, но есть у меня подозрение, что русские хрен чем и кем смогут воевать в казахских степях. Хотя там своей ваты в достатке. Ну и тортик недельки. НБУ запретил обменникам показывать курс валют на табло. Банкам не запретил, а обменникам запретил. Мол, таким нехитрым образом обменники наживаются на спекуляциях, подогревая ажиотаж. Сеть тут же разразилась мемами на эту тему. Давайте вообще ценники запретим. Чего? На все. На бензин, на хлеб, на масло, молоко. Пусть будет как на базаре или в Фейсбуке. Спрашивайте в личку. Можно пойти еще дальше. Запретить показывать лица наивеличнейшие, чтобы не выташнивало граждан от их небритостей. Запретить новости, потому что страшно. Запретить вообще все. Пусть будет один сплошной телемарафон только, и пусть в нем хвалят всех, кто на Банковой, а больше ни о чем не говорят. Мало ли что может случиться. Паника там начнется вдруг какая. Но в этой истории самое, что меня вштыривает, знаете что? То, что подобная практика применяется еще только одной страной в мире. Угадайте, какой именно? Или мне снова надо показывать на северо-восток пальцем? Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.